Смех разорвал тишину, отскакивая от холодных бетонных стен старого военного клуба. Он разносился, словно насмешка судьбы, гулко заполняя пространство, где собрались офицеры в парадных мундирах. Среди них выделялась маленькая, почти хрупкая фигура, девочка в выцветшей куртке и сжимавшая в руках аккуратно сложенный лист бумаги. На ее груди сверкала старая, потемневшая от времени медаль, все, что осталось от ее отца, капитана Юриэла Вардина, погибшего при выполнении задания 3 года назад. Ее звали Саяра. Ей было всего 12. Перед лицом закаленных мужчин, привыкших к командованию и выслуге лет, она стояла с выражением упрямства, давно не присущим детям ее возраста. Казалось бы, ее просьба была нелепой — разрешение использовать стрельбище в день памяти об отце. Но за этой просьбой скрывалось нечто большее. Офицеры встретили ее с пренебрежением и сарказмом. Смешки раздавались со всех сторон. Один из них, генерал Альбрехт Селвин, лениво предложил испытание: 10 выстрелов по мишени с расстояния в 50 метров. Попадешь хотя бы трижды, получишь разрешение. Это должно было поставить точку. Никто из них не знал, что каждую неделю, еще до рассвета, Саяра приходила в старый заброшенный ангар за пределами базы. Там, среди ржавых контейнеров и выбитых окон, она тренировалась с Ларсеном Мероу, ветераном и старым другом ее отца, механиком, которого армия давно списала со счетов. Он научил ее не просто стрелять, он передал ей все, что знал ее отец. В тире Саяра выбрала винтовку, аналогичную той, с которой Юриэль Вардин ушел на свою последнюю миссию. Офицеры переглянулись, предвкушая зрелище провала. Она проверила оружие с хладнокровной точностью, встала в стрелковую стойку и сосредоточилась. Первый выстрел ровный, точный. Второй — ритм не сбился. Третий — в самую середину. Смех начал стихать. К 6-му выстрелу наступила полная тишина. Сержант Армин Крёй, отвечавший за огневую подготовку, невольно сделал шаг вперед, прищурившись. Когда прогремел последний, 10-й выстрел, никто не пошевелился. Наступила мертвая пауза. Он подошел к мишени первым. С минуту смотрел, молча. Потом шепнул: «Все, в центр». Без единой погрешности. Словно мишень пробивал снайпер с оптическим прицелом. Генерал Селвин дрожащими руками поднял бинокль и побледнел. Пули ложились с такой точностью, как будто сама тишина направляла их. Он не смог вымолвить ни слова. А Саяра уже опускала оружие спокойно и размеренно, как будто просто выполнила свое дело. Солдаты и офицеры стояли в оцепенении. Некоторые начали аплодировать. Кто-то достал телефон, чтобы запечатлеть момент. Но она не улыбалась. Она просто посмотрела на небо сквозь окно, туда, где, возможно, ее отец все видел. Этот день стал легендой на базе. И не потому, что ребенок оказался точнее взрослых, а потому, что маленькая девочка напомнила целому полку, что сила не в звании, не в возрасте и не в уставе. Сила в памяти и в цели, за которую стреляешь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.